Город Угледар стал новой потерей для украинского государства, и случилась она несколько дней назад. Вооруженные силы России смогли занять город, а Генштаб Украины замалчивает основную информацию о событиях в Угледаре. В этом видео я расскажу о том, как Угледар перешел под контроль России и чем его потеря угрожает Украине. Подписывайся на мой канал, а я начинаю. Понимаешь, мой дорогой зритель, если мы объективно посмотрим на ситуацию в Угледаре, отбросив все возможные эмоции, то сможем осознать, что потеря этого города для украинского государства была неизбежной, несмотря на множество удачных факторов для украинской стороны конфликта. Произошло падение города, конечно же, не сразу, и где-то 2,5 года украинцам удавалось сдерживать русских на этом участке фронта. Русские предпринимали множество попыток взять Угледар лобовой атакой, и каждый раз несли огромные потери. Почему так происходило? А посмотри внимательно на карту. Город Угледар находится на выгодной для обороны местности. Сам город расположен на холме, что значительно осложняет попытки штурма, а его фланги прикрыты различными холмами, карьерами и ключевыми населенными пунктами. Вдобавок, с юга Угледар защищен рекой Кашлагач, а с востока город прикрывала шахта, которая не подпускала русских близко к городу. Все это и создало важные предпосылки для надежной обороны от войск России. А если к этому всему добавить и тот факт, что Украина на протяжении 10 лет строила укрепления под городом Угледар, то становится более понятной столь длительная оборона украинцев от российской армии. Самое интересное здесь то, что на этом сильные стороны украинской обороны не заканчиваются. И чтобы это понять, я предлагаю внимательно взглянуть на спутниковую карту города Угледар. Город фактически полностью состоит из многоэтажных домов, что гипотетически могло бы еще сильнее укрепить украинскую оборону. Я даже помню, как разговаривал с украинскими солдатами на этом участке фронта где-то год назад, и они мне говорили о том, что русские настолько устали от боев за Угледар, что назвали этот город крепким орешком. Не знаю, правда ли эти слова или нет, но их наличие говорит о тяжелых боях на этом направлении. И я не удивлюсь, если русские действительно так говорили. Но что же случилось в городе Угледар такого, что окончательно уничтожило украинскую оборону? Да и как же происходили последние бои украинцев за этот крепкий орешек? Ну смотри, я тебе не просто так показал все эти карты и описал сильные стороны украинской обороны, потому что благодаря этому можно запросто найти слабые места, которые могли бы повлиять на продвижение русских на этом участке фронта. Мы с тобой уже поняли, что Угледар трудно атаковать в лоб, и даже численное преимущество русских войск тут вряд ли сыграет важную роль, а потому слабым местом города Угледар стала как раз таки его укрепленность. Ибо наличие естественных преград и оборонных построек это, конечно же, хорошо, но вот только за городом оборона украинцев была куда слабее и находилась преимущественно в степной местности. Да и расстояние от Угледара до других городов Донбасса, подконтрольных Украине, было достаточно далеким. Это осложняло поступление подкреплений и продовольствия в город Угледар, и этой слабостью русские и воспользовались. Когда украинское государство открыло новый фронт в Курской области, то с Донбасса начали пропадать элитные подразделения, и угледарское направление не стало исключением. Гарнизон города Угледар проредел, а подкрепления фактически перестали завозиться. Вследствие этого украинцы не были готовы к атаке русских войск, которые смогли форсировать реку Кашлагач и надавить на фланги украинской обороны. Повторять информацию об этой атаке я не стану, ибо у меня на канале есть видео на эту тему. Но если говорить вкратце, то вследствие этой атаки русских войск украинская оборона города Угледар впервые начала рушиться. Город уже не был защищен с юга речкой и начал сильнее страдать от нехватки снабжения и людских подкреплений, так как русские начали охватывать город с флангов и обстреливать ключевые дороги, ведущие в Угледар. А после потери украинскими войсками контроля над шахтой Южно-Донбасская номер 3 начал сыпаться и восточный фланг украинской обороны. Сложилась ситуация, когда город Угледар мог оказаться в оперативном окружении, и 72-й отдельной механизированной бригаде, которая долгие годы и держала оборону Угледара, по сути не осталось выбора. Либо они сражаются до конца, оказываясь в окружении, либо отступают на другие позиции. Но интересно то, что для того, чтобы эта бригада могла отступить с города Угледар, им было необходимо получить приказ от Александра Сырского, который не поступал длительное время. На протяжении недели в городе Угледар 72-я бригада по сути стояла насмерть в невыгодных для себя условиях. И чтобы лучше понять эту ситуацию, я приведу в пример слова бойца 72-й бригады про недавние события в Угледаре. Вот его слова. Угледар. Город, за который боролись мы все.
Город, за который положили жизни парни с разных подразделений, и где я встретил войну с оружием. Я уверенно говорил, что надо быть идиотом, чтобы допустить окружение наших пацанов, но кто-то ведь это смог. Мы держали город до того, что бойцам пришлось выходить с боями, под ударами дронов, малыми группами, оставляя раненых на растерзание врагу. Конец цитаты. Первыми о том, что русские войска заняли Угледар, сообщил телеграм-канал Deep State, аргументируя все тем, что в разных местах города Угледар начали появляться русские флаги. Однако эта информация на данный момент не является достоверной, ввиду того, что сама 72-я бригада, ответственная за оборону города Угледар, опровергла эту информацию, заявив, что на данный момент их некоторые подразделения все еще находятся в городе. Не исключено, что на данный момент в городе Угледар и вправду могут находиться украинские войска, которые оказались в оперативном окружении русских и не успели вовремя отступить. Судя по тому, что украинские войска оставили даже своих раненых бойцов, приказ об отступлении был дан слишком поздно, и многие обвиняют командование в этом просчете. Поговаривает и вовсе, что никакого приказа об отступлении не было, а 72-ю бригаду пытались просто устранить, но об этом мы с тобой говорить не будем, а обсудим то, как потеря города Угледар повлияет на украинское государство. Но тут логическим становится вывод, что русские войска после города Угледар могут выбрать новую цель на этом направлении, например, населенный пункт Богоявленко или же село Дальнее под населенным пунктом Курахово. Потеря города Угледар расширит зону работы русской артиллерии, дронов, ухудшит украинскую логистику, а также ограничит возможности украинских артиллерий и дронов и даст возможность более эффективно действовать русским диверсионно-разведывательным группам. Продвижение русских войск на Донбассе ускорилось по сравнению с 2023 годом, и не исключено, что помимо занятия всего Донбасса, российское командование может иметь цель продвижения на территорию Днепропетровской области, которая не так сильно укреплена, как Донбасс, и находится в степной местности, где довольно трудно организовать оборону. Лично я считаю, что потеря города Угледар — это начало нового и более быстрого продвижения российской армии по украинской территории. Не исключено, что вскоре может произойти обострение войны в Украине, а с ним и окончание позиционной войны. Напиши, пожалуйста, в комментариях свои мысли по этому поводу. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!